Мне хочется обратить ваше внимание на несколько важных моментов, которые сильно влияют на ход этой работы, независимо от конструкций и видов смесителей и раковин. Вот обычный смеситель, не очень удобный из-за его способа крепления к раковине. Он притягивается гайками на двух шпильках с резьбой. Гораздо лучше выбрать вариант крепления смесителя к раковине с одной сплошной большой гайкой. Такой вид крепления значительно удобнее при монтаже. Он прочнее держит смеситель на раковине, и демонтировать его тоже будет проще. Однако принцип гибкой подводки на всех смесителях одинаковый. И тут главное, что, во-первых, сначала просунуть шланги в отверстие мойки, и только потом вкручивать шланги в резьбовые отверстия смесителя, потому что иначе вы не сможете просунуть два шланга с гайками одновременно в отверстие мойки, и придется выкрутить обратно один шланг. А вкручивать штуцера в отверстие лучше с первого раза, чтобы лишний раз не повредить эту маленькую резиновую прокладку в виде кольца. Во-вторых, для лучшего скольжения надо смазать силиконовой смазкой штуцер. Именно смазкой, а не силиконовым герметиком. И третье, самое главное. Сначала затолкайте хотя бы ногтем это колечко в отверстие, чтобы оно хоть немного, но зашло вовнутрь. И только потом закручивайте шланг. Иначе есть большой риск того, что кольцо закусится штуцером в самом начале резьбы и порвется. А без такого кольца соединение не будет плотным и обязательно протечет. Сначала затяните штуцер усилием руки, потом слегка дотяните гаечным ключом. В гайках подводки воды стоят резиновые прокладки, в наличии которых надо убедиться. Их тоже не лишне смазать силиконовой смазкой. И никакого герметика. Все резьбовые соединения лучше смазать этой смазкой. Тогда, кроме всего прочего, их легче будет открутить обратно даже через несколько лет. Итак, накручивайте гайку на резьбу крана до тех пор, пока шланг в ней перестанет болтаться. И тогда еще слегка подтяните ключом. Именно слегка. Резиновая прокладка внутри гайки обеспечит герметичное соединение. Это маленькая керамическая раковина. Гусак смесителя гибкий и очень удобный. Я давно уже на кухне такой себе поставил. Переключается на лейку и на обычную струю. Сам корпус смесителя сначала неплотно держался в отверстии мойки из-за его неудобного крепежа, о котором я уже говорил. Пришлось подложить дополнительно две жесткие резиновые шайбы, одну между смесителем и раковиной сверху, другую снизу. Теперь смеситель крепко держится. Такая тумбочка мойки должна крепиться к стене и стоять на своих двух передних ножках. Но в моем случае к стене ее вплотную не придвинуть, так как трубы мешают. Вырезать мойку под трубы не вариант. Пришлось пришить двумя мощными саморезами к стене кусок толстого деревянного бруса и уже к нему крепить мойку ее штатными креплениями. Получилось прочно. Если вода и прольется мимо раковины, ничего страшного не произойдет. Из-за малых габаритов мойки стандартный сливной сифон в нее не помещается. Выбрал вариант без сифона, где гидрозатвором служит изгиб самой гофры. Это вполне стандартный вариант, такой комплект слива и купил. Эта раковина даже по инструкции крепится только к мойке и только герметиком. Так я и сделал. Слегка приподнял раковину над мойкой, подложив между ними то, что попалось под руку.
Это надо для того, чтобы нанести герметик по периметру мойки. Это автомобильный казанский герметик. Он крепче клеит, чем сантехнический, и застывает более жесткой резиной. Я всегда его использую и вам рекомендую. Наношу герметик на края мойки точечно. В труднодоступных местах использую полоску картона. Теперь надо дождаться, пока герметик подсохнет. Не совсем высохнет, а просто перестанет быть жидким. Прошел час, видно, что герметик еще не подсох. Подождал еще немного, проверил. Теперь все нормально, герметик подсох. Кладу раковину на мойку и выравниваю ее чисто на ощупь.